такая вот интересная машинка. Вот с такими вот ошибками. Это Prius V у нас. Проблемы какие-то по электрике. Значит, люди взяли ее с аукциона. Взяли ее с аукциона, эту машинку. Она сейчас не заводится. Хотя она сама приехала. Значит, что они тут делали? Они с ней уже ковырялись. Значит, сделали они вывод, что у нас вот здесь, что у них вот здесь нету питания. Вот тут вот на двух предохранителях нет питания. Эти предохранители у них отвечают PCU и IGCT number 2. Вот на них у нас нету питания. Значит, что они сделали? Они взяли вот тут вот, нашли вот здесь плюс. А это у нас пустой вот этот вот дехорн снизу. Ну, там пустая. Ну, там есть плюсик. Питание. Сделали вот такую вот перемычку. И сюда воткнули два предохранителя. После этого машина заводится. Но все равно там горит гирлянда с проблемами. Сейчас вот, если включить зажигание, работает у нас фен охлаждения, что, как правило, означает, что проблема с питанием у нас мозгов. PCM, как правило, когда нет, нету питания, она обычно фен работает во всех машинах практически, как я замечал. Также они поменяли зачем-то инвертор. Они поменяли инвертор, а тот инвертор выкинули. А это у нас Prius V. У нас есть Prius простой, есть Prius плагин в таком году, и есть у нас Prius V. И, как правило, на Prius V немного отличается запчасти. Двигатель у них не одинаковый, на коробке там дополнительно еще одна трубка охлаждения, по-моему, но так она, наверное, работает одинаково. Но инвертор у них другой номер. Вот тут у них номер есть. И, как правило, если номер другой, что может быть что-то у них с проблемой в работе. То есть сейчас не знаю. Сейчас это... Ну, в принципе, у них все то же самое было до этого. Ничего не изменилось после замены инвертора. Но... Не исключаю. Я посмотрел, у меня есть инвертор, просто именно как раз таки с Prius V. И вот у него номер отличается. Тоже 2012 года. Значит, вот это вот у нас EGCT, по-моему. Тут не написано, вот как оно тут. IGCT, вот депалис, вот это вот Relay. Вот это вот у нас Integration Relay. К сожалению, у меня тоже с таким порт-номером нету. С простого Приуса, вот такого, с 10 по 15 год, там отличается номер. Там вот здесь, допустим, 47 на конце. Так вот, телефон повернем. Здесь вот номер, порт-номер 82641 и 47090. А там, допустим, 47030. То есть отличается порт-номер. Я уже подкидывал. Ничего не изменилось у нас, по сути. Хотя я его не воткнул, а здесь у нас стоит коннектор. Сейчас пойду я еще раз возьму этот релюху и воткну ее. Привычки. Когда я обычно вот этой старой, с этой стороны меняю, в старом Prius частенько бывает перегорает, то я вот так вот, пока я делал диагностику, вот так он достается. А здесь я вижу, вот здесь у нас вход. И там у нас должен быть, да, вот это я уже неправильно сделал. Пойдем подкинем. Еще у нас возьмем Integration Relay. У меня есть Priuson, Приусик простой, по-моему, 11 года. Оттуда возьмем. Также я скину вот эту вот кавер, вот этот. Просто я увидел, что здесь какая-то стоит штучка под названием сигнализация. И как клиент сказал, со слов клиента, что уже тут видно было, что ковырялись люди. То есть это была проблема, они такой с аукциона взяли. Надо здесь посмотреть, может где-то что-то тут в разрыве, может быть, может что-то. Но в любом случае надо посмотреть. Нету питания там. Нету питания. Посмотреть, почему нету питания. Разобраться, откуда оно идет, куда оно делось. Потому что у нас тут
куча ошибок. Вот у нас вот тут есть U0293 Lost Communication with Hybrid Vehicle Control System, да? А это у нас может быть, у нас, кстати, компьютер здесь стоит, один за бардачком, по-моему, по гибридке. И также в инверторах у нас тоже есть мозги компьютер. Еще к тому же у него по батарейке показывает ошибка. Вот это вот P0A80. Я думаю, что это просто дополнительная у него еще проблема. В батарейке у нас HV Main Relay, поэтому я и полез в Integration Relay. Потом у нас Transmission Control Battery Plus Circuit Open, то есть, ну, плюс как бы не идет плюс, скажем так, Open. Тут у нас в OBS та же самая картина, U0293 Lost Communication with Hybrid Vehicle Control. Вот это можно ловить связь, как у нас соединяется. Кстати, в Engine у нас тоже идут. Да я котов тут гоняю, блин, коты эти задолбали, извините за выражение. Лезут там у меня офис там, и там подвесные потолки такие сделаны, старые, но и там скачет, блин, только что один поправлял, чуть не вылез. Так, что ты пикаешься? Дверь закрыть. Ключ-то не вставлен. Потом по airbag у нас то же самое, тут куча всего, но у него нету airbag одного вот здесь вот. Нет у него одного airbag. Combustion Matter. U0100. Не скажу вот это вот, что у нас конкретно. Tires, это ерунда. Main Body. Lost Communication with Transmission Control Model. Lost Communication with Heating, Ventilation, Air Conditioner. Lost Communication with Hybrid EV Control Model. И тут Lost Communication в целой куче, короче. Очень много. И они все разные, блин. Вот тут название одинаково, 0293, как на первой страничке. Но здесь вот добавилось, здесь вот добавилось, здесь вот другое вообще. Да, будем разбираться. Будем разбираться, что тут могло быть не так. Я вот тут вот крышку. Что самое интересное, что когда я тут что-то тронул провода, машина начала сама открываться, закрываться. Чпок, 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 чпок. Открылась, закрылась. Тут вот так провода висят обрезанные. О! Машина открылась сама. Хотя ключ там лежит, никто его не трогает. Что-то здесь не то. Надо смотреть, что. Будем ковыряться дальше. Так, что я уже тут не делал? Я уже вот эту релюху поменял. Это с моего Приуса. Вот там нету точно проблем. Потом, пока еще нашел эту релю, нашел. У меня есть, оказывается, блок предохранителей с Приуса V. И я сейчас вообще могу четко отследить, потому что по схемам чуть непонятно, где вот это реле EGT. То есть оно показывает, что он туда идет, но как оно выглядит, нигде не нахожу информации. И вот здесь вот этот черный провод, он точно идет вот в этот коннектор. Это вот на одном предохранителе, где у нас нету питания, а второй синий, он выходит у нас вот в эту косу. Вот в эту косу я его тоже прозвонил. Вот тут нашел. Вот этот вот потоньше проводочек. Вот здесь он у нас. Вот этот релей, ну, Integration Relay. Оно как пишется IGCT. Вроде вот так вот. Пишется IGCT Relay, которое должно давать питание вот на эти предохранители. Вот я взял предохранитель свой, засунул в один конец, там толстый, то есть сюда вот
к фаре приходят толстые провода, которые я показывал, а от него идут тоненькие. У нас на этот сам не идет. То есть в самой проводке здесь все нормально, и коннектор там нормальный. Я уже думал, может там что-то внутри. В фьюзбаксе, в этом блоке предохранителя, может быть там внутри что-то, проблема с коннекторами. Но нет. То есть делаем вывод, что вот здесь нам должно передаваться, то есть вот в этой части нам должно давать питание, но оно нам не дает. Пока еще ничего и не нашел толком, даже нету и следа. Здесь я поснимал, где это вот все барахло, это поскидывал, но, по крайней мере, уже не щелкает наши замки. Я уже тут дергал, и то дергал, и это дергал, но нет, ничего не происходит. Ну, я имею в виду замками, по крайней мере. Это я взял блок предохранителя, это с приуса простого, запчастюльки есть, чтобы посмотреть сами предохранители. Стоят правильно, стоят ли вообще, потому что бывает такое, что вообще предохранителя может какого-то не быть. Ну, вот такая вот загадочка. Я пока по Митчеллу смотрел, куда что у нас идет. Как бы питание должно быть от этого, наверное, реле Integration Relay, как бы уходить сюда. То есть на него не приходит, возможно. Надо еще, короче, копаться. Я уже и мозги сюда подкинул. Это, правда, другие, они чуть там разная маркировка. Вот это U1, а тут A1. Но ничего у нас не выходит. Короче, нету у нас питания. И все тут. Ладно, оставляем до завтра. Будем ковыряться завтра дальше. Снова добрался до этого Приуса. Стоял он целый день. Вчера не было времени совершенно на него. Prius V, который, значит, что нам чуть-чуть удалось выяснить. Опять я сел за схему, посмотрел. Значит, вот у нас вот этот предохранитель. Вот он, PCU 10 ампер. Блин, я даже не дотронулся, как он реагирует на мои пальцы. А? Вот он. И вот этот IGCT2. Получается, вот он, PCU десяточка, IGCT. Подожди, сейчас я секундочку проверю. Так, да, вот они, получается, PCU. И вот этот IGCT2. Вот эти два предохранителя, они установлены у нас вот здесь, и у них нету питания. От этих предохранителей у нас идет питание на IGCT Relay, Integration Relay, да? Значит, здесь у нас идет от него, к нему подходит у нас питание 30-ка. Вот он, Fuse 30. Ищем IGCT и 30-очку. Вот он. Также она пишет у нас, что у нас должно быть Hot All Time. Значит, это означает, что постоянный плюс. Смотрим здесь, и у нас ничего нету. Вот он, это он. Конкретно вот эта 30-очка. У нас здесь нету зажигания, мы включаем, ничего не горит. Так, надо проверить вообще, моя контролька работает или нет. Хоть что-то здесь горит. То может он плохо подключен. Так, надо чекнуть сейчас. Так, это чуть-чуть плохо у меня подключена была контролечка. 30-очка у нас горит постоянно. А здесь у нас питания нет. Нет. Ну он, в принципе, не говорит, что здесь должно быть питание сейчас. Оно должно быть после зажигания, скорее всего. Не вижу, чтобы оно было написано Hot All Time. Ну, правильно, реле у нас включает и подает питание. Но у нас реле само не включает. Осталось разбираться, по каким причинам у нас не включает реле. Ну, смотрим. Бац. И горит.
Смотрим сюда. А это у нас инвертор. Тут вот смотрите, вот такой вот буквочка N. А вот это конкретно с Prius V. Не знаю, откуда тот. И тут буквочка, плохо видно, вот буквочка B. Я сейчас сделал чуть research. Видите, на вот такой вот номер. Там G9200 47 161. Но тут самое главное, вот эта буква B. Вот это вот. А здесь она N. Я знаю, что 100% по EBS помпам. Вот тут у... Сейчас я посмотрю. Видно будет, нет. SH. Да, сейчас, секунду. Отвлекли. Значит, я подкинул таким образом инвертор. И у нас фен, который жужжал, не включается. У нас питание появилось. Паркинг у нас загорелся. Там у нас... Ну, сейчас она не заведется, во-первых, потому что там надо высоковольтные провода. Во-вторых, у меня и плаг отключен на батарейке. Но ошибки ушли. Вот это пернамент. Это пернамент ошибка. Она с 2010 года в Тойотах. Она будет висеть долго. Самое главное, что она не курент. Я вижу, у него вот есть C1310. А вот это в EBS это обычно брейк-бустер. Как правило, C1310. Будем сейчас закидывать нормальный инвертор и заводить. Согласовал с клиентом, буду менять инвертор сейчас. Что нам для этого надо? Скинуть здесь вот трубочку, вот здесь трубочку, как они скидываются. Я там поставил тазик внизу, сейчас польется. Ничего зажимать не буду. Вот эту вот скобочку сюда сильно желательно не тянуть, потому что они могут выпадать могут вот так вот. И скидываем шланжик. В принципе, вот таким образом оно держится. Вот оно пошло. Можно его сразу же поставить, чтобы он не потерялся. Не, он не защелкивается, пока ты, наверное, пока не вставишь, он не защелкивается. Здесь то же самое. Я рекомендую сделать это пока не... Хотя тут, в принципе, нету доступа. Это в старых тут сбоку слишком близко к верху, и ты можешь попасть жидкость. Попадет сюда жидкость, в машине будет проблема, опять же. Поэтому надо с этим осторожно. Так, сейчас скидываем второй. Также обновим заодно кулант. Здесь коннектор, вот так он стоит. Вот это ухо надо все здесь нажать и вот так сюда стянуть к боку двигателю, и достается оно. Все. Здесь вот один болтик был на 10. Здесь сейчас откручиваем. Рекомендация: прежде чем делать эту работу, обязательно идем к машине, к багажничку. Это у нас Prius V. То вот эту штучку убираешь, вот эти вот короба, и достаем плаг. Он вот так вставляется. Короче, не буду вставлять. И достается. Просто тянете его вот так. Вот так. Вот вообще вот так он стоит. Обязательно на себя, в бок вернее, и на себя. И вытаскивать. А когда будете ставить, обязательно вот так. И защелкнуть надо. Сколько людей уже ко мне звонило, и мне... я ездил к ним, брал с них деньги за то, что я приезжал. Они просто, когда вот этот плаг вставляет, не делают вот так. Все, вот так защелкнули, вот этот контакт сомкнулись. И гибридная система видит, что все окей, можно заводить. Люди этого не делают. Они обычно вот так выставляют. Так выставляют, пам. И все, они думают, что все окей. Надо вот так. Скрыли крышку вот эту. Она тоже, кстати, обесточивает. По сути, ты когда вот этот снимаешь, то не должно быть питания, наверное, предположительно. Потому что она замыкает. И вот эти вот надо все нам болтики открутить. У меня магнитная штука. Откручиваешь вот так вот. Удобненько. Все. Кстати, тоже предохранитель стоит.
Так, все, мы тут открутили. Вот тут я забыл еще сказать. Вот тут тоже по периметру сверху открутить эти коннекторы. Все вот так они достаются. Высоковольтные. Что-то от батарейки, что-то от коробки идет. Так, тут можно вот это открутить. Вот это можно открутить. Либо ее вот так можно тут поднять. Проще будет ее тут открутить. Также у нас инвертор сам держится. Вот тут болтик, вот видите, за трубочкой. Да? Вот здесь вот все на 10. И вот здесь вот. У нас, в принципе, все. Инвертор уже снят почти. За исключением только плюсового входа. О, блин. То жарко было уже, то ветер подул, холодно стало вот здесь. То есть тут два варианта. Либо здесь мы его снимаем. Там надо кожух снять. И открутить тоже на этом. Вот тут он прикручен. Либо. И вот здесь вот. Либо здесь вот. Но здесь чуть-чуть надо, как тут говорит, трики, надо достать ее. Тут надо нажимать. Вот эти ушки. Достается. И тут, по-моему, на 10 тоже откручиваем. И вместе с проводом достаем. Я обычно так достаю. Ну, тут на два ушка нажал, второй рукой тянешь, нажимаешь по одному, как дверка такая. Все. Здесь вот на 10. Это наш плюс. С батарейки я не снимаю. Самое главное, не коротнусь, только вот когда снимешь вот этот. Там тоже есть вот эти держалки. Ё-моё. Вот так вот. Тяжело одной рукой. Здесь тоже пластики такие, они держат, два штучки. Чтобы здесь не коротнуть, я имею на корпус. Но у меня такого не случалось никогда. Так, ну вот скинули. Можно снимать. Очень легко снимается. Вот про эту штучку говорил. Сейчас я перекину сюда и буду ставить. Все, собрали, установили. Жидкость только не заливал. Сейчас попробую вставить плаг. Надо еще вот этот короб поставить. Ставим плаг сейчас. Просто заведем. Смотрим, что заведется. И все окей, зальем жидкость. Сразу же. Вот так и вот так. И будет жить. Так, сейчас вставим хотя бы вот так вот. Для проверки чисто. Пойдем заводить. Привесом. Вроде все поставил. Посмотрим сейчас, что. Опачки. Пилакмов, супер. Ё-моё. Была надежда. А тут она и пропала. А как так? Я же подключил инвертор, и там было все хорошо. Сейчас буду пробовать. Сейчас буду пробовать тот широкий. Буду пробовать этот широкий коннектор. Потому что он там плохо стоит. Фиксируется. Когда я ставил его, да, там чуть плоховато был. Сейчас посмотрим. Так, машина в итоге завелась. Ой, завелась-то, я релюху достал. Ладно, разобрался, в чем дело. В итоге с инвертором была промашка. Я думаю, что сейчас подкину его и посмотрим. Сейчас я объясню всю ситуацию. Значит, я чуть запутался. Вот тут есть такое AGCT релей, от которого у нас запитаны вот эти предохранители. В принципе, три они. AGT2, AGT3 и PCU. Вот этот фьюз. PCU фьюз, кстати, идет у нас на трансмиссию, на инвертор. На инвертор вот этот PCU. Как раз таки вот он сюда заходит. Возможно, поэтому, потому что отсюда она пошла потом на генератор, ой, на мотор, на коробку. Поэтому по коробке тоже была ошибка, потому что нету у нас, ну и в паркинге она не стояла. Ой, наоборот, она в паркинге, и ошибка по коробке была постоянная. Там не было типа вольтажа, писала, что меньше 8 вольт.
И вот это реле я, в принципе, нигде не мог найти. Я думал, что это Integration Relay. Потому что где оно стоит, я так и не понял. И здесь тоже у нас чуть-чуть загадка. Ты только тот не заводи пока. Ой, что ты тут, Стас? Реле работает? Да я говорю, я их менял местами. Я не знаю, что это за прикол. Может, оно сейчас еще что-то выскочит. Значит, смотрите, какая ситуация. Вот у нас крышка подкапотки блока предохранителей. И вот эти вот 3 предохранителя, на которых у нас нету питания. 10 ампер PCU, IGCT номер 2 и какой-то мир HDTR, ну, похоже, как хитер. И вот эта, кстати, десяточка, она, я потом посмотрел и подумал сразу вообще, что это мир, типа как зеркало, но она у нас идет, вообще она здесь по схеме называется IGT3, и она идет на инверторную помпу, water pump, то есть вот это вот предохранитель на инвертор water pump. Сейчас покажу здесь на машине, вот он, третий, вот это на инверторную помпу. А вот эти два IGCT number 2 и PCU. И вот это вот реле, я думал, что оно здесь. Оно там разбито как бы там 3 коннекторами, потому что вот конкретно... Где я уже? Сейчас я возьму. Нет, я уже поставил Prius. Там 3 провода, 3 коннектора подходят к этой релюхе. А, кстати, вот у меня проводка есть. Сейчас я найду ее. По-моему, да, вот это вот. И вот сюда приходит один от вот этого, от инверторной помпы. И я думал, что у нас конкретно вот сюда приходит. Потому что вот это вот Integration Relay. Я его менял, ничего не изменилось. На него питание приходит, ground приходит. И думал уже, потому что что-то у нас с компьютером, потому что вот тут у нас идет написано Orange, наверное, я так думаю, вот сюда вот идет, да, на Power Management Control ECU. Он находится за бардачком, черный такой, я его тоже подкидывал. Ставил от Prius, сейчас покажу. Ставил его от простого Prius, у него другой номер, видите, тут номер есть, M1, а у этого M9 номер. Ну, и ничего не изменилось, я подумал, что может разные просто компьютеры, потому что маркировка-то другая. И вот сюда вот этот оранж должен приходить. Ну, а тот компьютер PCU, получается, он связан у нас ECU, Power Management Control. А он у нас связан потом с инвертором. Поэтому я подумал, что если компьютер не помог, ну, тут 2 варианта. Либо он не помог, либо он хороший, либо он другой. А инвертор у меня был, компьютера такого не было. Поэтому я подкинул инвертор. И что меня вело в заблуждение, после того, как я подкинул инвертор, я же перед тем, как снимать коннектор большой, я снял плаг. И когда плаг снимаешь, тогда ошибки уходят. Вот это самое странное. А тут я поменял инвертор, ставил плаг, все то же самое. Опять шестеренка, опять нету питания. Значит, что я сегодня сделал? Опять полазил, посмотрел и нашел одну какую-то фоточку на именно Mitchells. И там как бы вот блок предохранителей. И вот тут обвели, короче, что вот это вот у нас IGCT Relay. Но на крышке она вот так маркируется. DRL. Короче, я взял, просто потыкал здесь, посмотрел. Здесь у нас есть питание. Вот здесь приходит у нас питание. Здесь у нас не было ничего. Здесь у нас ground. А вот это у нас приходит как раз таки от компьютера. Вот этот оранжевый провод. Я замкнул между... Взял просто перемычку. Замкнул между вот этими большими проводочками вот таким образом, потому что я подумал, что у нас нету контакта, у нас не приходит управление от того компьютера, то есть, ну, не дает команду на реле открыться, замкнуть, вернее, не открыться, и дать питание. Все, видите, вот у нас паркинг загорелся, то есть все нормально у нас.
И машина заводится, кстати. По крайней мере, заводилась. Сейчас посмотрим. Все, вот завелась. Машина завелась. Ошибку надо сбить, потому что я без релюхи включал зажигание. Значит, что я дальше сделал? Подумал, какое у нас должно быть питание или что должно быть на этом контакте. Ну, чтобы понимать вообще. Тут у нас есть Prius. Тут прокладку головы делали. И я сюда вот достал реле, посмотрел, здесь тоже 0. 0, как и на этом Prius. И я взял реле с того Prius, вставил сюда. И машинка заработала. Осталось понять. Блин, сейчас уже перепутал, короче, где мое, где не мое. На самом деле, релюха. Они номера одинаковые. Сейчас поставлю реле. Одно реле. Как я сказал, уже перепутали, потому что мы пытались их потестить. Все, вот так у нас опять все загорелось. Фен работает. Выключаем. Сейчас достанем его. Хотел протестить, у меня есть, когда покупал для релюх, но слишком большие тут контакты толстые, они сюда не заходят. Надо что-то другое приобрести. Так, ставили второе реле. Я говорю, сейчас вставляем второе реле, и будет все то же самое с ошибками. Я не удивлюсь, если оно не сработает. Нет, видите, паркинг загорелся. Вот такие вот дела, короче. Какое-то долбанное реле. Немножко дугову подурило. Но я уже чуть запутался, просто несколько машин в работе с электрикой проблем. И мне кажется, что я вот менял эти реле, потому что они рабочие, но по факту. А может и не менял, может я забыл. Ладно, сейчас подкину его инвертор назад клиенту. Поставим. Посмотрим, был ли я прав с буквами или нет. Я имею в виду, что с маркировкой этой. Зря ли это будет или нет. Сейчас будем смотреть. Ну, по крайней мере, сейчас не хочу заводить, потому что нету в инверторе. Ей бы не мешало поработать, потому что у нее батарейка вот подсевшая совсем одно деление. И она прямо вот, когда второй раз заводил, прямо как вот спотыкается, заводит. Вот так вот мотор. И сам клиент про это тоже говорил, что бывает, что не хватает ему мощности завестись. Но у него была ошибка по батарейке, поэтому я думаю, что у него еще с батареечкой проблема. Сейчас мы вот так сделаем, и у нас все ошибочки стираются. Ладно, сейчас поменяем инвертор, посмотрим. Это все перманент, но у него по гибридке, по-моему, выскочила опять ошибка, когда буквально чуть-чуть поработала, и она потом P080, P0A80 выскочила сразу же. Ошибочка. А вот Battery plus circuit open current по transmission control. ABS выскочила. Может быть, это еще не конец, потому что выскочили эти ошибки. Прямо вот сейчас глохло, когда она коробка вот так бум сделала. Ну так толкнула машину, я почувствовал. Так не должно быть. Но пока вот ничего не горит. Батарейка начала подниматься. Блин, ну вот эти вот мне ошибки не нравятся. То, что она сейчас выскочила опять. Ладно, посмотрим. Перекинул инвертор. Так нравится, как это все быстро делается в этих приусах.
Старк чуть посложнее там инвертор скидывать. Ой, блин, треснулся кулак крышу. Так, ну давайте смотреть, интересно. Интересно, прям интересно. Пожалуйста, все работает. Все-таки с инвертором не было никаких проблем. Мои доводы были насчет буквы неправильные. Так что зря я махнул инвертор. Ну вот так вот ввело мне в заблуждение это. Все, тогда заливаем жидкость, собираем. Еще прокатимся, сделаем диагностику и отдаем уже туда машинку. Так, сделал обкатку с инвертором, все хорошо, никаких ошибок больше нету. Сделал диагностику, Autel там отдал, программировать вольта надо. Самому времени нету совершенно уже на это. Надо сегодня машину отдать тоже людям. А вот эту выскочила у нас по Prius V, я прокатился, короче, выскочила по батарейке, как я говорил, в пендинг. То есть, ну, по-любому у нас с батарейкой проблема. Сейчас посмотрим, может покажет какой блок. Тачстрим не очень такой шустрый, как Аутельчик, конечно. Но на нем тоже можно работать. Только надо иметь терпение. Угу. Так, все, терпения уже не хватает. О. Так. Так. Нет, здесь у нас... Сейчас найдем по блоку. Date list нам, в принципе, ничего плохого не показывает. Не вижу что-то прямо тут суперски плохое. Сейчас идем еще через сам блок, посмотрим. Здесь зайдем сюда. Бывает нам на снежиночку на эту нажать. Сейчас мы выйдем. Так, зашли в сам блок. Вот он пишет у нас: замените гибридную батарейку. Сейчас зайдем сюда, посмотрим. Что нам показывает freeze frame? О, вот тут уже более все понятно. Вот у нас первый блок. Солнышко вылезло. Что сегодня как-то пасмурно у нас из Калифорнии. Так, первый блок 1592, а вот у нас третий блок. Четвертый блок у нас под замену 100%. О, блин, тут и 9, и... А, тут немножко, да. Судя по всему, тут 10, 9, 8 показывает плохо. 4, ё-моё, она нам долго стояла очень. Может, надо что-то поработать, поездить. Но в любом случае выскочит по батарейке. 4 100%. Это будет там самый бета. Вот эти, они уже тоже не очень хорошем состоянии. Будут 100%. Ладно, 90%. Вот 10, 9, 8 и 3. То есть я бы их поменял вообще. Это раз, два, три. Есть 4, 5, 5 на 2, 10 селс, там 10 блоков. Это, конечно, too much. Заменить на одной батарейке. Но можно, конечно, попробовать вот этот вот 4 поменять. Вот этот. Для начала. Хорошо, посмотрим, что там клиент скажет на это. Будет он делать, вернее, буду ли я делать, или будет он это делать. Может быть, ей надо немножко покататься в машинке. Может, она долго стояла с этими проблемами, и из-за этого. Но я смотрю, что она прямо не останавливается батарейка. Оп, сейчас остановилась. Я же говорю, может, это глюк какой-нибудь, может, ей надо поработать, и она чуть-чуть даст жизнь ненадолго, по крайней мере. Так, ладно, хорошо. Там, я думаю, все.
Если буду батарейку делать, то допишу. Если нет, то нет. Goodbye, Prius V. Клиент собрался приехать за машинкой. Перезвонил. Я только выгонять на улицу, сразу же выскочил чек. И у нас по батарейке выскочило все это. Поэтому я ему перезвонил, но он говорит, все равно сейчас приеду. Не знаю, будет делать или нет, чтобы сказать человеку. Но вот такие дела бывают. Prius, управляй мечтой.